6 сентября 1976 года. Оператор советской радиолокационной станции на Дальнем Востоке с ужасом смотрит на экран. Гордость. Военно-воздушные силы СССР. Самый секретный и неуловимый истребитель-перехватчик МиГ-25. Внезапно срывается в пике и пропадает с радаров. Разбился? Нет. В этот самый момент он летит в считанных метрах над волнами Японского моря. За штурвалом старший лейтенант Виктор Беленко. Через несколько часов он совершит немыслимое. Посадит самолет в Японии, передаст американским спецслужбам главную военную тайну Советского Союза и попросит политического убежища. Этот поступок обойдется СССР в миллиарды рублей и навсегда изменит баланс сил в холодной войне. Был ли он борцом за свободу, бросившим вызов тоталитарной системе, или хладнокровным предателем, продавшим родину? Сегодня мы разберем самый дерзкий угон в истории авиации. Чтобы понять масштаб этой катастрофы для советской системы, нужно окунуться в паранойю 1970-х годов. Холодная война в самом разгаре. Небо диктует свои правила. У американцев появляется СР-71 Blackbird. Неуловимый самолет-разведчик, который летает так высоко и так быстро, что советские ракеты просто не могут его догнать. Для перехвата этой угрозы советские конструкторы создают абсолютного монстра — МиГ-25. Это была не просто машина. Это был триумф советской инженерии. Истребитель, способный разгоняться до скорости в 3 маха и подниматься в стратосферу на высоту почти 30 километров. Западные военные эксперты были в настоящем ужасе. Они не понимали, из чего сделан этот самолет и какие технологии внутри. МиГ-25 был окутан плотной завесой секретности. Летчики, пилотировавшие его, считались элитой. Их проверяла КГБ до 7-го колена. И вот здесь кроется главная проблема тоталитарной системы. Советский Союз научился строить идеальные, безотказные машины из титана и стали. Но он совершенно забыл о том, что машинами управляют живые люди. Власти тщательно контролировали секретность на заводах, но игнорировали психологию, бытовые условия и моральный слом тех, кому доверяли это супероружие. Как человек, прошедший все фильтры госбезопасности, смог в одиночку обмануть целую армию, прорвать систему ПВО и улететь за железный занавес? В этом видео мы не просто расскажем вам историю побега. Мы вскроем психологический механизм этого предательства и поминутно реконструируем полет, который западная пресса назвала «угоном века». Мы пройдем через 3 ключевых этапа этой драмы. Сначала мы заглянем в голову Виктора Беленко и узнаем, что сломало идеального советского офицера и заставило его пойти на преступление, караемое расстрелом. Затем мы сядем вместе с ним в кабину МиГ-25 и совершим этот самоубийственный полет на высоте 30 метров над неспокойным морем, уворачиваясь от радаров. И, наконец, мы узнаем самое интересное. Почему американские инженеры, разобрав советский суперистребитель до винтика, сначала долго смеялись, а потом пришли в абсолютный ужас. Пристегните ремни, мы идем на взлет. Кто такой Виктор Беленко? В досье КГБ он описывался как образцовый советский офицер, летчик 1-го класса, коммунист, спортсмен. Он был амбициозен и мечтал о карьере летчика-испытателя. Но реальность жестоко разбила его мечты о бетонную стену советской бюрократии. Из престижного учебного центра его перевели служить на Дальний Восток, в 513-й истребительный авиаполк, базировавшийся в селе Чугуевка Приморского края. То, что он там увидел, повергло его в шок. Элитная часть, которой доверили новейшие секретные самолеты, жила в условиях вопиющей нищеты. Летчики ютились в холодных бараках. Офицерские жены стирали белье в ледяной воде. Дети болели из-за отсутствия нормальных детских садов и медицины. Но самым страшным врагом авиабазы были не американцы. Это был алкоголизм. Дело в том, что для охлаждения электроники и тормозной системы МиГ-25 использовалось огромное количество чистого спирта – около 200 литров на один полет. В народе самолет прозвали «летающим гастрономом». Технический персонал и офицеры массово сливали этот спирт и пили. Пьянство приобрело катастрофические масштабы.
Беленко, который был убежденным трезвенником, с отвращением смотрел, как деградируют его сослуживцы и как начальство закрывает на это глаза ради показателей. К этому добавился тяжелый кризис в семье. Жена грозилась разводом. Когда Беленко начал писать рапорты командованию о невыносимых бытовых условиях, требуя навести порядок, его просто осадили. Ему намекнули, что если он не замолчит, его отправят в психиатрическую клинику. Стандартная практика для недовольных в СССР. В этот момент в голове старшего лейтенанта что-то сломалось. Он понял, что советская пропаганда – это ложь. Он больше не хотел быть винтиком в ржавой машине. Беленко принял решение бежать. Но он не хотел просто сбежать. Он хотел нанести системе максимально болезненный удар. И ключом к этому удару был его самолет. Месяцами он вынашивал план, изучая маршруты патрулирования, зоны покрытия советских радаров и запасные аэродромы в Японии. Он готовился к угону с хладнокровием хирурга. 6 сентября 1976 года. Утро. Аэродром Чугуевка. Виктор Беленко садится в кабину своего МиГ-25П. Бортовой номер 31. У него полный бак горючего, но нет боекомплекта. Это тренировочный полет. В 12:50 самолет отрывается от взлетно-посадочной полосы. Выполнив задание в тренировочной зоне, Беленко сообщает диспетчеру о неполадках с двигателем, начинает резкое снижение и имитирует падение. На экранах советских радаров метка МиГа исчезает. Командование уверено, самолет рухнул в море, пилот погиб. В воздух тут же поднимают спасательные вертолеты. А в это время Беленко совершает немыслимое. Чтобы советские радары ПВО не смогли его засечь, он опускает 30-тонную машину на высоту всего 30 метров над бушующим Японским морем. Полет на сверхзвуковом истребителе на такой сверхмалой высоте – это чистое самоубийство. Плотный воздух вызывает жесточайшую турбулентность. Самолет трясет. Расход топлива увеличивается в несколько раз. Одно неверное движение ручки управления, и машина на скорости в сотни километров в час врежется в волны. Беленко летит в режиме радиомолчания. Огромный риск оправдывается. Ни советское, ни японское ПВО его не видят. Когда он приближается к воздушному пространству Японии, он резко набирает высоту, чтобы его, наконец, заметили. Японские радары сходят с ума. Неизвестная цель возникла буквально из ниоткуда. В воздух экстренно поднимаются японские истребители F-4 «Фантом», но они не могут найти МиГ в густой облачности. Топливо у Беленко на исходе. На приборной панели мигают красные лампы критического остатка. Долететь до крупной американской военной базы на Окинаве он не может, не хватит горючего. Он принимает решение садиться на ближайший гражданский аэродром на острове Хоккайдо, в городе Хакодате. Представьте ужас пассажиров гражданского Боинга, когда мимо них, едва не задев крылом, проносится ревущий стальной монстр с красными звездами. В 13:50 МиГ-25 касается полосы в Хакодате. Полоса гражданского аэропорта слишком короткая для тяжелого перехватчика. Беленко выпускает тормозные парашюты, но самолет все равно выкатывается за пределы асфальта, вспахивает землю, сбивает 2 антенны и замирает прямо перед автомобильной трассой. Из кабины выбирается человек в высотном костюме. Вокруг собираются зеваки и фотографы. Беленко достает табельный пистолет ТТ и стреляет в воздух. «Я советский офицер! Никому не подходить! Вызовите американцев!» — кричит он. Побег удался. Для ЦРУ и Пентагона это был величайший подарок судьбы. В их руки попал самолет, который долгие годы считался непобедимым, мистическим оружием Советов. Японцы позволили американцам перевести МиГ-25 на базу военно-воздушные силы и разобрать его до последнего винтика. Когда американские инженеры сняли обшивку, они испытали культурный шок. Они ожидали увидеть чудо инопланетных технологий, сверхпрочный титан и новейшие микросхемы. Но вместо этого они увидели нечто совершенно иное. Самолет был сварен вручную. Причем сварные швы были грубыми, как на тракторе. Корпус на 80% состоял не из титана, как думали на Западе, а из тяжелой никелевой стали. Из-за этого самолет был невероятно тяжелым, что объясняло его низкую маневренность. Это был не истребитель для воздушного боя. Это была просто летающая ракета, созданная с одной целью – быстро догнать цель по прямой и выпустить ракеты.
Но самый большой шок ждал экспертов по электронике. Вместо современных транзисторов и чипов в радаре МиГ-25 стояли вакуумные радиолампы. Технология 1940-х годов. Сначала американцы смеялись, считая советскую науку безнадежно отсталой. Но затем смех прекратился. Эксперты Пентагона осознали гениальность советских конструкторов. Дело в том, что в случае ядерной войны возникает мощнейший электромагнитный импульс, который мгновенно сжигает все современные микросхемы и транзисторы. А вот старым, примитивным вакуумным лампам ядерный взрыв абсолютно не страшен. Если бы началась Третья мировая война, хваленные американские истребители превратились бы в слепой металлолом, а советские МиГи продолжали бы летать и выполнять боевые задачи. Однако угон Беленко нанес СССР сокрушительный удар. Сверхсекретная система радиолокационного опознавания «Свой-чужой» оказалась в руках Соединенные Штаты Америки. Советскому Союзу пришлось в экстренном порядке по всей стране менять эту систему на всех самолетах и ракетных комплексах. Это обошлось истощенной советской экономике в астрономическую сумму – более 2 миллиардов рублей. Сам Виктор Беленко получил политическое убежище в Соединенные Штаты Америки, гражданство, одобренное лично президентом Картером, и солидный трастовый фонд за консультации – Военно-воздушные силы Соединенные Штаты Америки. В Советском Союзе военная коллегия Верховного суда заочно приговорила его к смертной казни через расстрел. Семья Беленко, оставшаяся в СССР, долгие годы находилась под жестким прессингом КГБ. Имя Виктора Беленко до сих пор вызывает яростные споры и делит людей на 2 непримиримых лагеря. Для одних он – смелый человек, нашедший в себе силы бросить вызов репрессивной тоталитарной машине и выбрать свободу. Для других он – самый презренный предатель, который нарушил воинскую присягу, бросил жену с маленьким ребенком и подставил под удар обороноспособность своей родины. А что думаете вы? Кем был Виктор Беленко? Героем-одиночкой или преступником, продавшимся за американские доллары? Спуститесь в комментарии прямо сейчас и напишите ваше мнение. Я обещаю прочитать каждый комментарий. Если этот выпуск заставил вас по-новому взглянуть на историю Холодной войны, обязательно поддержите нас. Поставьте лайк этому видео. Ваша активность помогает алгоритмам YouTube продвигать наше расследование. Подпишитесь на канал «Код доступа» и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы мы вместе продолжали вскрывать секретные архивы истории. Мы много говорим о реальных угрозах времен Холодной войны, о ядерных бомбах, шпионах ЦРУ и застенках КГБ. Но в закрытом советском обществе, где реальная информация была под запретом, а официальные новости состояли из сухой пропаганды, человеческое сознание порождало собственных монстров. Чего на самом деле боялись обычные советские граждане и особенно дети? Городские легенды передавались шепотом из уст в уста. Мы вспомним леденящий душу миф о «Черной Волге» с номерами ССД, смерть советским детям, которая разъезжала по ночам и похищала школьников. Мы разберемся, почему люди панически боялись покупать иностранные джинсы, веря, что они заражены сифилисом. И правда ли, что американские шпионы прятали лезвие бритв внутри импортной жвачки? Как государственная паранойя и железный занавес сводили с ума целые поколения? Мы обещаем, что наш следующий ролик будет называться «Страшилки СССР. Во что верили и чего боялись советские дети». Чтобы не пропустить этот ностальгический и жуткий выпуск, прямо сейчас проверьте свою подписку на канал. С вами был Код доступа. Спите спокойно и до скорой встречи.